Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такое полотно. Вяжется очень просто. В моем случае это поперечное вязание. Вы видите только полотно, поэтому предлагаю в комментариях сразу можете написать, где можно использовать такое полотно. Я предлагаю его использовать для создания покрывала, накидки, кардигана, любого изделия. Очень хорошо этот узор подходит для утилизации ваших остаточков. Видите, да, переход цвета. Хаотично вы используете создание вот таких дырочек, да, и сеточки, ну, то есть столбики с воздушными петелечками. Прекрасно подойдет, если вы начинающая рукодельница, и если вы рукодельница со стажем, но у вас накопилось большое количество остатков. В моем случае это такой как пуловер, да, свободного кроя. Покажу низ изделия. Если вы уже продвинутая рукодельница, то видно, да, вот низ изделия вот совершенно таким простым, обвязан узором. 3 столбика с накидом и 2 воздушные. Вы можете выполнить обвязочку просто столбиками, и по горловине выполнена резиночка. Она очень хорошо держится. Можно выполнить из любой пряжи. В моем случае это полухлопок 160 метров 50 граммах. Вы, конечно же, можете взять полушерсть, или стопроцентную шерсть. Также можно взять полухлопок. Экспериментируйте. Вот я вам показываю рукавчик. Ну, то есть все в ваших руках. Мы сегодня с вами научимся вязать вот этот самый простой узор для тех, кто начинает только себя пробовать, и посмотрим с вами, как можно поэкспериментировать. Да, то есть не придерживая схемы, а именно полагаясь, можно сказать, на свою интуицию. Присоединяйтесь. У вас получится вот такая красота. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И после того, как я отсниму изделие, обязательно дам вам в сообществе и фотографию, и схему к этому узору. Крючок я использую двоечка. В нашем случае, я напоминаю, это полухлопок 160 метров 50 граммах. Я набираю необходимое мне количество воздушных петель. Раппорта в ширину у меня нет, поэтому я отталкиваюсь от величины моего изделия. Ну, предположим, что это будет покрывало, да, и вы набираете необходимое количество петель по вашей ширине. Естественно, я вот видите, даже не считаю. Я наберу количество петелечек небольшое, чтобы нам было где проявить свое творчество, но в то же время и было видно в камеру. Ну, я думаю, достаточно. Можно еще несколько петель. И мы с вами первый ряд выполним столбики с накидом. Это очень просто. Я выполняю 3 воздушные петли подъема. Выполняю накид на крючок и очень внимательно. Смотрите, 1, 2, 3, 4 и ввожу крючок в 5-ю петлю от крючка. Выполняю столбик с накидом. И до конца ряда в каждую воздушную петлю я провязываю по одному столбику с накидом. Вот таким образом. Так вы вяжете до конца ряда самостоятельно. Естественно, длина ряда у меня и у вас отличается. Я завершила выполнение ряда столбиков с накидом. И могу приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд, можно сказать, у нас с вами будет фантазийный. Что я делаю? Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема
и работу разворачиваю вот таким образом. Далее накид на крючок я пропускаю первую вершинку и в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И смотрите, я выполню несколько столбиков с накидом ровно, то есть каждую вершинку вот таким образом. Далее я выполню воздушную, накид, пропускаю вершинку и в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. То есть мы с вами сделаем вот такую, несколько провяжем таких арочек из одной воздушной петли, воздушная, накид, пропускаю вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок, столбик с накидом. То есть вот таким образом, да, мы сделали небольшой участок нашего полотна. Можете сделать больше, меньше, опять же, все зависит от вас. Далее я опять ровно сделаю несколько столбиков, то есть провяжу столбики с накидом в каждую вершинку. Не спеша, аккуратненько. И далее я выполню такую, скажем, отверстие, да, дырочку. Смотрите, количество воздушных петель будет строго соответствовать количеству ваших вершинок. Если вы сделаете больше, то у вас увеличится и полотно, и, ну, скажем так, не будет так аккуратно. Я 1, 2, 3, 4, 5, ну давайте вот я хочу выполнить арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из воздушных петель у вас должна быть не затянута и в то же время не должна быть рыхлой. Она должна четко соответствовать вот величине ваших вершинок. Далее я выполняю накид на крючок. Напоминаю, мы выполнили 5 воздушных петель, значит я 5 вершинок пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5. И только в 6-ю вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Вот таким образом. Видите, да, у вас будет отверстие, но оно у вас будет ровненькое и аккуратное. Дальше что мы с вами делаем? Можно выполнить еще один столбик. Далее можно выполнить воздушную, накид, пропустить одну вершинку. Выполним столбик, воздушную и завершим выполнение ряда уже просто столбиками с накидом. Да? Ровненько, аккуратно. Здесь очень важно не забывать провязывать петли подъема, чтобы край был ровный и аккуратный. Что мы с вами делаем? Накид на крючок, и вот видите, моя воздушная петелечка подъема, которая сразу идет после вершинки. Если вы боитесь ее потерять, я рекомендую ее фиксировать маркером в начале работы, а затем убирать маркер и провязывать. Я выполняю сюда столбик с накидом. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня будет другого цвета. И сразу хочу сказать, если вы планируете вводить другой цвет, то вы должны столбик провязывать не до конца. В моем случае я немножечко распущу его. Вот таким образом. Захватываю нить и провязываю. И видите, да, уже у меня петли подъема будут того цвета, который мне нужен. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема, потому что у меня ряд будет опять же столбиков с накидом. И работу разворачиваю. При развороте каждый раз вы должны понимать, что вы разворачиваете в одну и ту же сторону. Накид на крючок, ввожу крючок в вершинку, внимательно первую пропустила, в следующую вершинку я ввожу крючок, столбик с накидом. Мы с вами сделали замену нити, видите, и далее
Давайте я провяжу несколько столбиков. Здесь я, вот смотрите, ввожу крючок под арку и выполняю столбик с накидом. Далее вершинку. Можете выполнять прямо провязывая воздушную петлю, просто это будет немножко дольше. И вот таким образом. Опять же под воздушную и вершинки. И далее у нас с вами арочка из воздушных петель. Здесь для того, чтобы было красивое аккуратное полотно, мы с вами будем провязывать воздушные петли. И смотрите, можно захватить только за одну нить, можно захватить за 2 нити. Я захватывать буду за 2 нити, мне так больше нравится. Аккуратнее, мне кажется, получается, и нежнее. Вы можете выполнить и так, и так. Почему я не рекомендую провязывать, вот смотрите, под арку? Потому что ваши столбики могут ездить, тем более если вы начинающая рукодельница, и некрасиво и неравномерно распределяться по вашей арочке. А так у вас все будет красиво и аккуратно. И все, видите, в каждую воздушную мы с вами провязали по столбику с накидом. И вот такая красота у нас с вами получилась. И мы продолжаем. Дальше можно выполнить столбик с накидом, воздушную, пропустить и столбик с накидом. И дальше я выполню еще воздушную, пропущу столбик с накидом и завершу я ряд столбиками с накидом. Завершу ряд и провяжу петлю подъема я вместе с вами. И мы продолжаем выполнять наше полотно. Накид на крючок. Вот мои 3 воздушные петелечки подъема. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема снизу. Это первая петля от вершинки. Видите, да, ее очень хорошо видно. И обязательно ее провязываю, выполняю столбик с накидом. Видите, край у нас получается ровный и аккуратный. Смотрите, на что обращаю внимание. Если, допустим, вы используете много остатков, да, то вы здесь уже можете вводить другую нить и провязывать следующий ряд другим цветом. В моем случае я чередую только 2 цвета. Серый цвет у меня с этой стороны. Чтобы его не обрезать, я выполняю еще один ряд пряжи оранжевого цвета. Я выполню опять же столбики с накидом, 3 воздушные петли подъема, работу разворачиваю и выполню, пропускаю первую вершинку, в следующую я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Выполню, давайте выполним 3 и еще один столбик с накидом, и далее выполним опять отверстие, дырочку такую, да, небольшую. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7 воздушных петель. Видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще раз пересчитали, проверили себя. Накид на крючок. И помните, да, мы с вами что делаем? Пропускаем 7 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очень внимательно. И только в 8-ю вводим крючок и выполняем столбик с накидом. Проверяем. Аккуратненько у нас получается. Видите, да? Все как положено. И мы продолжаем работу под воздушную столбик и вершинку. Под воздушную и вершинку. Дальше я провяжу воздушную, пропускаю и вершинку столбик с накидом. Таким образом, воздушная, пропускаю столбик с накидом. Воздушная, пропускаю столбик с накидом. Давайте еще сделаем воздушную, пропускаю столбик с накидом и завершу столбиком с накидом, ну, точнее столбиками с накидом.
Великолепно такой узор будет, я повторюсь, смотреться, если вы будете использовать остатки пряжи. Единственное, конечно же, вы будете их подбирать по толщине. Так, я завершаю выполнение. Смотрите, я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю столбик с накидом. Очень внимательно, не пропустите эту петлю подъема. И мы с вами выполнили ряд, и теперь можем перейти к выполнению, допустим, следующего ряда серого цвета. Как я и говорила, нам придется подраспустить. И я беру, захватываю нить и провязываю. Смотрите, нить у меня лежит свободно, я ее не затягиваю. При обвязке я затем, ну или будет у вас обвязка, или будет сшивание полотна, естественно, тогда эту нить будет не видно. Очень важно, просто не затягивайте. Ну и опять же, чтобы она не сильно у вас и провисла. Мы выполнили с вами провязывание, да, то есть завершили ряд. И теперь 3 воздушные петелечки подъема. Работу я разворачиваю, накид на крючок, пропускаю первую вершинку, очень важно. В следующую ввожу крючок, столбик с накидом. И провязываю столбики. Ряд будет простой, кое-где буду выполнять воздушную вершинку, пропускаю, столбик с накидом. Воздушная, вершинку пропускаю и под столбик с накидом. И вот таким образом довязываю наш ряд. Хочу дойти до арочек и провязать с вами, точнее до арочки, и провязать с вами воздушные петелечки. При опять же утилизации остатков старайтесь подбирать нить по толщине одинаковую. И вот мы с вами, давайте выполним воздушную, пропускаем столбик с накидом, воздушная. И смотрите, здесь я вершинку пропускаю и ввожу крючок в наши вот воздушные петелечки. Видите, я посмотрела и перевернула, потому что для того, чтобы было не перекручено, я ввожу крючок, захватываю за 2 нити и провязываю. И когда я буду провязывать, опять же, я буду считать раз, то есть проверять себя. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Хорошо видно, видите, аккуратненько вот получаются наши столбики и красиво смотрятся наши воздушные петелечки. Полотно получается интересное, необычное, и в то же время очень-очень просто вяжется. И я завершаю выполнение нашего ряда. Столбик, воздушная, пропускаю вершинку, столбик. И здесь мы провяжем с вами столбики. Столбик. И не забываем петли подъема. В третью воздушную петелечку подъема я выполняю столбик с накидом. Вот такая красота у нас с вами получается. Видите, вяжется очень просто. Великолепно смотрится при поперечном вязании. Если же вы решили связать, допустим, плед или покрывало, делайте больше рядов просто столбиков. Оно будет тогда более плотное. В то же время будет смотреться очень интересно, необычно. И, как я уже сказала, вяжется очень-очень просто. Ровность полотна у нас с вами достигается тем, что мы провязываем петли подъема. Видите, да, ровненько, красиво, аккуратненько. Вам останется потом только просто обвязать. Спасибо, что вяжете вместе со мной. И, как я уже сказала, вы можете связать буквально любое изделие, используя такой узор.
приглашаю присоединиться и начинающих рукодельниц. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простой и в то же время интересный узор, который подойдет для утилизации буквально любой пряжи и создания любого изделия, начиная от покрывала, кардигана, ковер, накидка любая. То есть в моем случае это пуловер. Смотреться будет великолепно, интересно и необычно. Мы с вами научились выполнять образец двухцветный, да, из пряжи, напомню, полухлопок 160 метров 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу. И в процессе работы, вот видите, я работала только со столбиками с накидом. Вы можете 1 или 2 ряда провязать столбики с 2 накидами. Экспериментируйте. Я всегда призываю экспериментировать. Вязание — это творчество. Получите массу удовольствия, и в то же время, как я уже сказала, вяжется очень-очень просто. Повторюсь, приглашаю вязать как продвинутых рукодельниц, так и начинающих.